Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим динамические бюджетные наушники стоимостью $35 от компании Kiwi Ears. Модель наушников называется Cadenza. Приходят они в такой довольно небольшой коробке с таким приятным оформлением. В моем случае наушники фиолетового цвета, но есть также три других варианта: красный, синий и зеленый. Ну а здесь сбоку указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает всего лишь один динамический драйвер 10 мм с диафрагмой из бериллия. А чувствительность наушников составляет 110 дБ. Ну и они получили 32 Ом импеданс. На раскачку наушники довольно легкие. Теперь предлагаю рассмотреть комплектацию подробнее. Но вот так выглядят наушники. Смотрятся они очень хорошо, на мой взгляд, довольно миниатюрные, выполнены из медицинской смолы. Тактильно такие очень гладкие и легкие. Со сборкой у них также все четко. Установлено у них всего два акустических отверстия. Первое расположено рядом с разъемом 2 пин, а второе на внутренней части наушника, рядом с таким соплом, у которого установлена серебристая сеточка. Ну а на левом наушнике имеется надпись Kiwi Ears, логотип компании. Что меня порадовало, это посадка. Они действительно хорошо фиксируются в ушах, очень плотно. Звукоизоляция довольно хорошая и сидят они действительно удобно. Драйвер флекса у них, кстати, и нету, это хорошо. Но еще здесь в комплекте имеется такая инструкция по эксплуатации наушников. И три набора таких довольно хороших амбушюр разных размеров. Вот такие черные силиконовые. И, конечно же, в комплект входит довольно неплохой кабель с 3,5 джек и коннекторами 2 пин. Заушины у него сформированы правильно, по удобству никаких претензий. Он довольно тонкий и легкий, но зато почти не путается. И в целом к нему не возникает вопросов. Можно оставить и использовать наушники именно с ним. Ну а теперь поговорим о звучании этих наушников. Использовал при прослушивании я, как всегда, Tzap Topping G5 и плеер FiiO. Вот так выглядит графика чиха этих наушников. Имеется у них заметный подъем на низких частотах с большим акцентом на саб-басе и плавным затуханием на мид-басе. Сам бас имеет довольно неплохой объем и вес, но у него не самая четкая и плотная атака. И ощущается он как такой мягкий и вальяжный. Но зато текстурная проработка вполне хорошая, как для динамического излучателя. Что касаемо средних частот, то в этих наушниках сохраняется хороший динамический характер с неплохо проработанными тембрами. Но средний диапазон ощущается в них немного темновато и не совсем прозрачно. Поэтому все инструменты разложились довольно близко друг к другу. Но они не особо наслаиваются, а стараются звучать все же раздельно. А вокальная часть звучит очень деликатно и естественно. Радует, что вокал не ощущается шепелявым, и он довольно хорошо дополняет музыку. Ну а высокие частоты не ощущаются как очень темные, так как они довольно гладкие и расслабленные. То есть, с одной стороны, хорошо, что нету намеков на сибилянты, но с другой стороны, эти наушники не про техничность и не про супер детализацию и разрешение с крутой проработкой микродеталей. Они довольно музыкальные и жирноватые и подходят больше для такого расслабленного и неутомительного прослушивания, когда вам не нужно выискивать разные детали и нюансы в музыке, а просто наслаждаться ею. Звуковая сцена и визуализация в наушниках Kiwi Ears Cadenza немного удивила меня. Наушники не строят супер широкое пространство, но они очень круто отстраивают и прорисовывают все образы в глубину. Они не сливают все инструменты в кашу, стараются держать их раздельно, но имейте в виду, что они не звучат прямо у вас в голове. Особенно это заметно при прослушивании вокала, когда вы акцентируетесь на нем.
У них нет такого, что звучание выходит наружу, наоборот, создается ощущение небольшой комнаты внутри вас. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков: Kiwi Ears Cadenza получились довольно такими спокойными и тоже тонально теплыми наушниками, напоминающие мне многие модели, которые выходили, например, Tangsuaner, Kibu Malur. У них довольно хорошее количество баса для современных жанров и совсем такие аккуратно выдержанные высокие частоты. Эти наушники, конечно, не про аудиофилию, а просто подойдут для расслабленного и неспешного прослушивания. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.